Привет! Сегодня я покажу вам один из вариантов вечернего макияжа. Начнем с подготовки кожи. Я протираю лицо мицеллярной водой. Перед этим мы подготовили кожу, отскрабировав ее, и нанесли увлажняющую маску. У моей модели сухая кожа, поэтому я буду наносить две базы, смешивая их, базу сиянием и увлажняющую базу. Это придаст сияние изнутри кожи, здоровый вид и подготовит к дальнейшему нанесению тонального средства. Можно наносить кистью, а также можно наносить пальчиками, предварительно обработав их антисептическим средством. Наношу тональное средство. Выбрала я тональное средство с средним покрытием, не плотное. Кожа у модели достаточно хорошая, без каких-либо видимых недостатков, поэтому можно не использовать плотное тональное средство. Обязательно хорошенечко прорабатываем область вокруг ушек, зону под ушками и шею, чтобы не было видно границ. Для того, чтобы немного высветлить область под глазками, я наношу консилер. Консилер я также выбираю средней плотности, чтобы он не забивался в мимические морщинки, был легким, незаметным и выполнял свою основную функцию просто высветления. Прорабатываю не только область под глазками, но и область внутреннего угла, потому что здесь попадает тень, которая может также отражаться и создавать дополнительный синячок, который нам ни к чему. Наношу кремовый скульптор для того, чтобы скорректировать форму лица, подчеркнуть скулы, сделать их более выразительными. Следующим этапом наношу румяна на самую выступающую область щек. Оттенок я выбрала достаточно холодный, так как у моей модели холодный цветотип. Этот же оттенок румян я наношу на виски и немного пройдусь по векам. Перед тем, как перейти далее, я наношу питательный бальзам на губы, для того, чтобы хорошенечко их увлажнить перед нанесением помады. Следующим этапом я закрепляю все кремовые текстуры прозрачной пудрой. Следующим этапом я буду дублировать все кремовые текстуры сухой текстурой. Для начала наношу сухой корректор. Следом наношу румяна. Я смешиваю два оттенка, персиковый и розовый.
Переходим к моему любимому этапу нанесения хайлайтера. Наносим на все выступающие области лица. На спинку носа, над губой, немножечко на подбородок. Прохожусь под бровью и над скулами. Переходим к макияжу глаз. Начинаю я с нанесения кремовых теней. Базу под кремовые тени я не буду наносить, потому что они и так довольно стойкие. Наношу сухие тени персикового оттенка на нижнее веко. Прорисовываю ресничный край карандашом коричневого оттенка. Сразу же растушевываю карандаш, стираю границы, чтобы была мягкая тень. Этим же оттенком коричневого карандаша я прорабатываю слизистую. Тени персикового оттенка еще раз дублирую по нижнему веку. Следующим этапом я фиксирую сухими тенями коричневого оттенка карандаш, который растушевывали прежде. Прокрашиваю слизистую каялом синего цвета. Смешиваю два оттенка, коричневый и серый. И наношу на внешний уголочек глаза, при открытом глазике. Затемняю, создавая тем самым глубину. Наношу дуохромный пигмент на внутренний уголочек глаза и распределяю его примерно до середины зрачка. Выбираю максимально холодный оттенок с таким сероватым подтоном, серебряным даже. И наношу прямо на самый уголочек, внутренний уголочек глаза. Затем беру немножечко нейтральный оттенок и добавляю поверху. После подтушевываю немножечко, чтобы убрать границы. Прокрашиваю реснички тушью для объема. Прокрашиваю зигзагообразным движением, чтобы создать более пушистые реснички.
Для того, чтобы тушь не отпечатывалась на веке, я подставляю пальчик. Поэтому если и отпечатывается, то будет отпечатываться на ногте. Чтобы создать более пушистые ресницы, я буду использовать пучковые ресницы 12-миллиметровые и наклеивать их на внешний уголочек глаза. Наклеиваю их я не подряд, а через небольшое расстояние, 2-3 мм. Клей использую прозрачный, а не черный, чтобы при высыхании его не было видно. Прокрашиваем нижние реснички. Переходим к бровям. Сначала я хорошенечко прочесываю волосинки наверх. Заполняю пустоты между волосинками, создавая правильную форму бровей. Затем фиксирую брови воском, задавая направление волосинкам. Карандашом прорисовываю контур губ. Далее наношу блеск для губ. В завершение наношу прозрачную пудру на все лицо. И закрепляю результат спреем для фиксации. Вот такой вечерний образ у нас получился. Очень интересно знать ваше мнение о макияже. Пишите в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео. Stop.